В данном видео расскажу, как можно создать сетевую папку в Linux при помощи Samba. В данную папку можно будет зайти из других компьютеров под управлением большинства дистрибутивов Linux, Windows и macOS, а также со смартфона под управлением Android. Для начала необходимо установить Samba. Для этого открою терминал. Следующей командой обновлю индекс пакетов. И следующей командой установлю Samba. Теперь необходимо создать папку, которую буду расшаривать. Например, назову ее тест share. Далее необходимо отредактировать конфигурационный файл. Также при необходимости можно воспользоваться редактором Nano или Vim, ну или другим редактором. Здесь в конце файла добавлю конфиг. В квадратных скобках необходимо указать название конфига. При необходимости можно оставить комментарий. Далее необходимо указать путь к папке. Домашняя папка, имя пользователя и имя папки. Если это необходимо, то данную папку можно сделать доступной только для чтения, указав здесь Yes. Если же необходимо записывать файлы в данную папку, то здесь необходимо указать No. И далее укажу, будет ли данная папка отображаться в проводнике. Сохраню данный файл. И следующей командой перезапущу сервис Samba. Для того, чтобы применить изменения. А также, если это необходимо, можно обновить правила для фаервола. Тем самым разрешив трафик для Samba. Теперь необходимо задать пароль для пользователя. Делается это следующей командой. Здесь указывается имя пользователя.
и пользователь был добавлен. Теперь в данную папку можно заходить и закидывать файлы. Захожу в другие места и на вкладке сети вижу текущий компьютер, а также сетевую папку. Здесь указываю пароль, введенный ранее. И нажимаю «Подключиться». Теперь в данную папку закину изображение. И теперь данная папка доступна для других устройств, находящихся в одной локальной сети. Также к данной папке можно подключиться следующим образом. Здесь необходимо указать SMB, далее IP-адрес текущего компьютера. Его можно посмотреть в настройках. Ну или при помощи терминала. И далее указывается имя папки. Windows необходимо отредактировать путь к файлу в файловом менеджере, введя две косые черты, далее указав IP-адрес, и название папки. В macOS в строку соединения с сервером вводится аналогичная, как в Ubuntu, строка. В Android необходимо зайти в проводник. Некоторые проводники по умолчанию поддерживают подключение к серверу. У моего проводника нет такого функционала, поэтому скачаю сторонний проводник. Например, скачаю Mi проводник. Открою его. Разрешу доступ к фото, мультимедиа и файлам на устройстве. Нажав на три полоски, выберу удаленный, добавить удаленное устройство, SMB LAN, изменить. Ввожу IP-адрес компьютера. Имя пользователя и пароль. И нажимаю ОК. И как можно увидеть, изображение открывается.
Также его можно скопировать. На этом создание сетевой папки завершено. До встречи в следующих видео.